Весы, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на февраль 2024 года. Посмотрим, что вам приготовит этот месяц, чем порадует, чем удивит, ну и какие сюрпризы преподнесет. Поэтому настраивайтесь и будем с вами начинать. Основные энергии месяца: работа, финансы, здоровье, личная жизнь, а также рекомендации от карт. Что же у вас здесь? Итак, основные энергии месяца. У вас здесь ложится королева жезлов. Это запал, это энергичность, это харизма, это лидерские качества, которые вы будете развивать в себе вне зависимости от того, мужчина вы или женщина. Конечно же, поскольку это у нас карта двора, она является сигнификатором женщины огненной стихии, овен, лев или стрелец, или просто женщины с лидерскими позициями, по жизни активная, сексуальная, энергичная, которая может для вас быть мотиватором, другом, наставником, помощью, поддержкой или человеком, который просто вам бросает вызов, на которого вы хотите равняться, достигать каких-то целей, результатов. То есть, знаете, как человек, как в чем-то эталон достижения целей. Почему? Потому что на колоду у вас здесь ложится 4 монет. Во-первых, человек, который позволяет вам сберечь свою энергию, может быть, состояние здоровья, для кого-то ресурс. Потому что здесь, благодаря этому человеку, это обрести целостность. Смотрим, о чем здесь речь. Плюс по 9 мечей это преодоление страхов. А именно, то есть это человек, который вас мотивирует. Делай, меняйся, прорабатывай, загляни вглубь своим страхом. То есть, по сути, это взять ее силу, энергию, прорабатывать в себе те слабые стороны, которые делают вас уязвимым. Если смотреть вопросы работы, у вас здесь ложится аркан Луна. Луна – это внутренние переживания, страхи. В особенности, наверное, аркан в большей степени будет актуален для тех, кто недавно устроился на работу, потому что это сомнения, это страхи. Подтянете ли вы? Как сложится? Как примет коллектив? Как состоятся взаимоотношения с руководством? Ну и в целом карта Луна, она может говорить о сезонности вашей деятельности, будь то сезонный бизнес или работа с попеременным графиком. Опять же, аркан, который указывает на изменение условий труда. Смотрим, анализируем, о чем будет говорить этот аркан для тех, кто у нас сейчас не работает. Луна и Солнце – 2 небесных светила, которые говорят о том, что вы хотите через какие-то действия проработать свои страхи, попытаться что-то воплотить, начать. У кого-то это могут быть энергопрактики, для некоторых ниша эзотерики. Плюс Солнце и Луна – это терапия, целительство, массажи. И еще, это больше как исключение, поскольку Луна у нас также отвечает за вопросы пищевой промышленности, может быть изготовление какой-либо продукции на дому, которую вы будете презентовать через интернет, и продавать, заниматься производством. Плюс Луна и Солнце, в частности, это вопросы психотерапии, в которой вы можете себя попробовать, и успешно реализовать. Для тех, кто у нас является соискателем, Луна и 4 мечей, в рамках этого периода это будет такой некий, я бы не назвала это застоем, отдыхом, переосмысление, смена ваших каких-то ценностей, и знаете, как попытки обрести себя в новой нише. То есть искать, но трудоустройство арканы не показывают. Если вы у нас наемный сотрудник, Луна и 2 чаш. Не обращайте внимания, что такая прорисовка аркана. Это специфика данной колоды. Если вы хотите глубоко и детально в него погрузиться, можете загуглить в интернете, так сказать, изучить и прочитать. Но это кооперация, это союз. И вот Луна – это переживание и страхи, что у вас с кем-то деловые отношения могут перерасти в личные. То есть опасения, нужно ли вам это, как это повлияет на вашу карьеру, как это, в принципе, может восприниматься коллективом, социумом и так далее. Смотрим ситуацию для тех, кто владеет собственным делом. У вас здесь ложится Луна и башня. Вот здесь арканы, которые трубят о кардинальных переменах. То есть есть опасения, переживания, страхи, что дело, не то чтобы может не выгореть, а, допустим, просесть заказы, и как следствие ваш заработок. Поэтому здесь попытки копаться, что подрывает
по сути, вашу деятельность. Может быть, изучать обратную связь ваших клиентов, проводить какие-то опросы, анонимное анкетирование. То есть, знаете, как смотреть на ситуацию глазами ваших оппонентов или конкурентов, потому что Луна башня, понять, что вас разрушает. Ну и, по сути, постараться этой ситуации избежать, предотвратить ее. Финансовая сторона вопроса у вас здесь ложится 4 жезлов. Она стабильна, потому что здесь есть или минимум поддержка членов семьи, вашего рода, стабильность, опять же, накопленные ресурсы. Плюс для тех, кто у нас работает, это собственный заработок. Не сказать, что это какие-то прям роскошества, но вам хватает на базовые потребности. Иногда 4 жезлов – это траты, связанные с недвижимостью. То есть, если у вас есть какие-то накопления, вы можете вложиться, то есть приобретение как на полную стоимость, так и ипотека, кредитование и прочее. Потому что это то, что для вас является оплотом стабильности и обретения имущества. Вопросы состояния здоровья. У нас здесь ложится туз мечей. Зачастую туз мечей не могу назвать, что это прям острые состояния, но ситуации, когда нужны какие-либо манипуляции. Будь то иглоукалывание или уколы у косметолога, для кого-то это может быть санация полости рта, лечение зубов, то есть вопросы стоматологии, а у кого-то плановое удаление чего-либо, устранение, ну, будут там, не знаю, там бородавки или просто какие-то образования, которые дают вам какой-то дискомфорт. Если у вас была плановая операция на этот месяц, то, как показывает аркан, она состоится, и все у вас здесь пройдет успешно. Анализируем вопросы личной жизни. Здесь ложится аркан Император. Карта стабильности, карта самодостаточности, целостности. Для девушек и женщин она указывает на обретение партнера. Для мужчин эта карта говорит о ваших активных действиях относительно того, что вам нужно проявляться кому-либо, дабы создать отношения или укрепить текущие. Смотрим, о чем будет говорить данный аркан для тех, кто у нас сейчас свободен. И здесь ложится 10 монет. Но это все-таки создание структуры, это знакомство с кем-либо, что может привести к созданию прочного союза и впоследствии семьи. У тех же, кто у нас в любовных треугольниках, здесь Император и 9 чаш. Это неизменная стабильность, наслаждение текущим моментом, знаете, как физические, чувственные удовольствия. Но будете ли вы здесь менять эту структуру? Как показывают арканы, нет. То есть вы к этому еще не созрели. У тех же, кто у нас в стабильных связях, здесь ложится Рыцарь жезлов. Связки с Императором – это аркан, который указывает на проявление ревности со стороны партнера по отношению к вам. Какие-то притязания, вспышки гнева. То есть и вам нужно будет контролировать эту ситуацию. Смотрим на рекомендации от карт. У вас здесь ложится туз чаш. Туз чаш – это всплеск эмоций. Это, с одной стороны, радость, воодушевление, перемены, которые действительно увлекают. Это как проснуться от глубокого сна. У кого-то, знаете, в прямом смысле слова заиграет весна в душе. Потому что здесь ощущение, вот привкус этих перемен, которых вы давно ждали. Плюс туз чаш – это, конечно же, начинания, которые и воодушевляют, и окрыляют, и радуют, и дают вам какой-то стимул жить, творить, любить и двигаться дальше. Поэтому здесь, если смотреть дословно по рекомендации, это идти на поводу своих чувств, своих эмоций. Не бояться начинать что-либо новое. Смотрим на неожиданность периода. Итак, у вас здесь ложатся арканы звезды, змея, гора и карта якоря. Ну, во-первых, эти карты указывают для тех, кто что-либо практикует в плане целительства и эзотерики, это через тернии к звездам, это преодоление каких-то проблем в процессе обучения. Дальше, здесь, если с точки зрения работы, поскольку у вас здесь все-таки ложится карта якоря, знаете, как не то чтобы появление недоброжелателей. Звезда – это перетягивает на себя все внимание. Я не могу сказать, что вы прям станете объектом внимания всего коллектива или звездой коллектива, но тем не менее звезда, змея и карта гора – это, знаете, как попытки дистанцировать вас в коллективе или пытаться как настроить против вас коллектив, потому что кто-то не приемлет вашу индивидуальность, вашу точку зрения. Касаться это непосредственно, повторюсь, будет вопросов работы. Еще такой момент здесь. Кому-то в каких-то начинаниях придется пройти через хейт, через вопросы агрессии, проработки самооценки для того, чтобы начать и добиваться результата. Будет это крайне сложно, но тем не менее эффективно. Поэтому если вы стремились начать, но боялись, действуйте.
ваше время пришло. Моя задача закрыть вам все в таком ключе, чтобы информация шла со знаком плюс, и у вас были только положительные перемены, поэтому я так и сделаю. Ну а вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать, напишите, как отозвалась информация и как в целом отыгрался для вас данный расклад. Если же вас интересуют индивидуальные консультации или обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за то, что остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. До новых встреч.